Что делать, если все время в животе какой-то дискомфорт и болит голова, лобная часть, боль в животе то справа, то слева? Спасибо большое. Когда боль в животе справа, это говорит о воспалительном процессе двенадцатиперстной кишки. Когда боль слева, это говорит о том, что у человека есть повышенная кислотность желудка. Почему болит при этом лобная часть? А это уже говорит о гастроэнтеральном, может говорить о эзофагиите. То есть помпа недостаточно хорошо работает, заброс кислоты происходит в пищевод, за счет этого происходит ощущение недосыпания по ночам и так далее. Я знаю на 100%, что у людей, которые страдают эзофагиитом, у людей, которые страдают забросом пищи в пищевод, гастритом, при воспалениях двенадцатиперстной кишки очень частым явлением является появляющаяся мигрень. Объяснить это с какой-либо физиологической стороны возможно, но не нужно, потому что это целая лекция. То есть можно найти причины и можно найти подтверждения в выводах тех врачей, которые писали свои работы и так далее. Но это исследования, и они не могут быть такими кратковременными. Ну и скорее всего эти выводы и исследования никому не будут интересны для того, чтобы их смотреть. Ну что ж, мои рекомендации, но я вас поздравляю, вам скорее всего необходимо лечить язвенное заболевание двенадцатиперстной кишки, которое у вас развивается. Ну хорошо было бы понять, оно у вас развивается на фоне заболевания, допустим, энтероколи, то есть бактерия энтероколи, которая может повлиять на то, чтобы это заболевание формировалось вот так активно у человека, активно создавало вот такую симптоматику. Ну и есть бессимптомно, когда болит нежно, мягко, и когда нет бактерий энтероколи. И курс лечения с энтероколи и без энтероколи, он может отличаться. То есть с энтероколи необходимо принимать антибиотики, без энтероколи необходимо принимать, допустим, препараты, которые могут купировать действия помпы и так далее. Но наша же задача другая. Есть ли что-то, что может вам помочь, по моему мнению? Ну давайте Вообще, первое, самый простой способ, самый дешевый, это посещение гастроэнтеролога. То есть вы идете к гастроэнтерологу, он вводит вам зонд, берет заборы, после чего выясняет, болеете ли вы гастритом на фоне энтероколии или болеете без данного заболевания гастритом, и назначает вам курс лечения, который вы успешно принимаете, изменяя свой рацион питания, который необходимо вам 100% изменить. Ну и второй вариант, это используйте мои методы, или мой продукт, который я вам сейчас назначу. Итак, для вас назначение следующее. Первое, каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Второе, лангин, 30 капель на чайную ложку воды, принимать до 5 раз в день. Следующее, железняк, чай, принимать 1 столовая ложка на стакан воды, пить 2-3 раза в день. Препарат железняк, 2 таблетки 3 раза в день. Препарат гастронорм, 1 таблетка 3 раза в день. Препарат эмбрио плюс, 1 таблетка 3 раза в день. Препарат здоровый желудок, 1 таблетка 3 раза в день. В случае, если есть запоры у вас, принимать еще хорошо франгул по 1 таблетке 2 раза в день. Также можно, знаете, что еще добавить? Если есть плохой запах изо рта, из ротовой полости, и ваши близкие не хотят с вами разговаривать, и иногда вам намекают, что от вас не очень хорошо пахнет, при эзофагиите это очень частое явление, плохой запах изо рта, то я рекомендую использовать препарат, сейчас я скажу, как он правильно называется. Вот, можно использовать препарат омепразол. 1 таблетка 1 раз в день.
Одна таблетка один раз в день на протяжении 30 дней. Из моих препаратов, если не хотите принимать омепразол, принимайте маточное молочко. По одной таблетке 3 раза в день. В рационе питания убрать кислое, убрать имбирь, мяту, убрать, можно увеличить количество приема черного чая. Зеленый чай по возможности не пить. Далее хорошо принимать корень валерьяны. Очень помогает при всей симптоматике вот такой, которая у вас есть, включая головную боль. Вот корень валерьяны чуть ли не панацея от всех заболеваний, которые вы мне сейчас перечислили. То есть дискомфорт, болит голова, все время в животе и так далее. Это все убирается омепразолом. Можно дополнительно ввести корень валерьяны, заваривать его и принимать по стакану 2 или даже 3 раза.